привет! Меня зовут Александр, и это мой блог о поездке во Вьетнам. Мы едем сейчас с семьей. Жена с ребенком пошли за мороженым, а я в сторону Гейту иду. Сейчас мы на пересадке в Малайзии, в Куала-Лумпуре, и отсюда мы полетим во Вьетнам. Так что заваривайте кофе, чай или у кого какие предпочтения, и приятного просмотра. Только взлетели, уже принесли обед. Сегодня у нас хэш-браун с сосисками, омлетом и помидорки. Еще какой-то грибной соус там. Пока покупали билеты, без еды вариантов не было, поэтому кушаем. А пока летели в Малайзию, тоже поели. Так что сегодня только полдня уже летим и едим. В общем, приятного нам аппетита. Приземлились во Вьетнаме. Нянчанг, город Нянчанг. Удивительно, рядом сзади у нас сидел Юра. Вот Юра. Привет! Оказалось, что он тоже с Питера, тоже с Софийской и с соседнего дома по счету нашего домашнего адреса в Петербурге. Сейчас уже выходим в аэропорт. Прошли контроль, в принципе, нормально. Ничего не спросили, смотрели только лицо. И после этого просто пропустили, поставили печать, дату. И на этом все. Сейчас получим багаж, будем заселяться. Уже минут 5 стоим, пока лента просто крутится. Просто пока едет, а еще не выдают багаж. Вот, Юра ушел. Удобно, когда с одним рюкзаком путешествуешь. Ждем, потом на такси и в отель. Чемоданы получили, едем в отель. 502 номер у нас. Шкаф. Такой номер. Такой вот телевизор. Это у нас 502 номер. И 501. Для Виктории Александровны у нас 2 номера. Вот так вот. Будем жить и там, и тут. О, какая картина. Вот. Опять это самые стеклянные душевые с видом, да, на прекрасное. Сейф есть. Вот, зеркало. Все есть. Что за вид из окна? Ничего нету. Так, ну в общем заселились. Сейчас чуть передохнем. Немножко с дороги. Ну вот, с учетом того, что полдня мы ели. Летели и ели. Сейчас совсем не голодные. Около отеля, кстати, видели уже несколько кафешек. То на вечер запримечена у нас еда. Сейчас отсюда поедем решать, наверное, по деньгам.
обменивать или не обменивать, нет ли смысла. Заграничные карты есть, но не знаем, выгодней платить с конвертацией картами или покупать местную валюту. Потом еще поедем в храм местный какой-то проевропейский. Вот такие пока планы. Так что отдыхаем, потом в путь. Забавно. Сочи. Сейчас дяденька в кафе сказал, что, говорит, тут у нас как Сочи. Говорит, как с родины, говорит, и не уезжал. Но у него там ресторан с крабами всякими, с омарами и ракушками. Seafood. Мы вот вышли гулять. Сейчас идем выяснять вопрос про денежку. Удивительно, очень много чего по-русски написано. Ох, какой красавец. И много все говорят по-русски. Много по-русски говорят, да, и даже по-русски много чего написано. В общем, от Индонезии отличается разительно. Даже на Бали не похоже. Даже на Бали не похоже. Там столько русского текста нету. Хотя русских много. Так, обменяли денежку. В общем, за $200 получилось у нас 5 миллионов 100 тысяч местных. И это если $200 сейчас на экране. Будут ценники того, как это все выглядит. А вот курс какие. Если меньше денег обменишь, курс уже не такой привлекательный. А на 1000, по-моему, менее выгодно, если с карты платить. Так что пока наменяли $200, а дальше видно будет. Сейчас куда идем? Собор. Собор. Да, замаливать грехи. Чревоугодничали полдня в самолете. В самолетах. Теперь будем замаливать грехи. А потом в ресторан поедем. Так, ну все еще идем. Вот решили ребенку йогурт купить. Вот такой вот йогурт. 25 тысяч рублей стоит. Ой, рублей. 25 тысяч местных стоит. Очень вкусный. Вот так вот называется этот магазин. Я так понимаю, это вообще много где продается такой йогурт. Очень вкусный. В Индонезии таких не ели. В Индонезии химозные все. В общем, продолжаем путь. Очень вкусно. Очень вкусно, уже продолжаем путь. Честно говоря, магазин этот какую-то полушку напоминает. Внутри убранство. Такая пятерочка начала нулевых. Рыбы. Прям бери не хочу. Прям под ногами. Вот, а это уже мне Индонезию напоминает чем-то. Рыночки эти все. На подъезде к Денпасару такие развалы есть. В общем, шли. Вот такую статую нашли. И до храма мы дошли. Что тут за деньги? Типа обязательное пожертвование. А. А сколько положила? 10 тысяч было. 10 тысяч положили. Ну, пойдем глядеть на все 10 тысяч. Как? Надо поглядеть на 20. Так, ну, в общем, вот такой храм. It's Temple. Такой вот храм. Здесь
захоронение. Красивые арки. Очень красивый такой. Вот здесь Иисус. А с этой стороны идет серия скульптур, рассказывающая историю, как поднимал крест на Святую Гору. Не оцерквленный я человек. И, в общем, как поднимался Иисус на распятие, как нес свой крест. Вот его распинают уже. И потом он там вот на кресту. И потом там его снимает с креста. Вот. И отсюда вид вот на город. Такой вот вид. Такой вот вид. Горы, маяк там какой-то наверху. Видимо, внутрь получится зайти. Дверь тут открыта. Так что сейчас поглядим. Такой вот вход. Ой, это мы вовремя уходим уже, а тут целая большая группа китайцев. Вон сколько пришло. Это мы очень вовремя. В общем, сейчас с такси, сейчас поедем на набережную недалеко от отеля. И оттуда чуть погуляем, потому что до сих пор не голодные. Ребенок этим йогуртом перекусил. Еще к тому же с утра, да, так наелись хорошо в этих самолетах. Самолетной еды. И оттуда идем по набережной, погуляем. И там недалеко, жена говорит, ресторан Простоквашино с высокими оценками. Ну, все там должно быть, русская кухня. Так что ужин планируется вкусный. Вот, так что сейчас прыгаем быстренько на такси и на набережную. Такие планы. А вот и такси. Вот такие такси хорошие приезжают. Какой? Давай. И самое главное, машины с левым рулем. Вообще замечательно. Hello. Перешли дорогу, вот. Фонтан такой красивый. И, конечно же, на набережной должно быть море. Здесь такая прогулочная зона, много людей, пляж и волны. Да, волны шикарные, конечно, но и ветерок. Не знаю, вообще слышно ли меня. Ветерок, будь здоров. Приятный такой. Какая зима?
Такие снежки. Уи! Тут девушка делает. Hello. What is it? Is it tasty? I don't know, I'm just filming a sandpaper. I think it's a man Ah, with a sandpaper. this man, man. Yeah. Oh, be careful, be careful! Like man, yeah. Really? Забор строят. Да, интересно. А вон там канатная дорога на Винперл. Туда поедем. На колесо обозрения, наверное, поднимемся. Вот на этот вот остров нам предстоит еще съездить. Вот такой флагшток на набережной. А напротив знаменитый отель Нячанга. Вот. А знаменит он тем, что у него на верхнем этаже бассейн. Вон там люди плавают. И мы бы в этот отель бы заселились. Вот, но у них не было еды. Нету, по-моему, даже своего ресторана. Или, по-моему, номера только по двое. На троих нету. Ну, в общем, была какая-то причина, из-за чего мы не взяли этот отель. Но вот с таким интересным вот бассейном на самом верху и с очень красивым видом. С очень красивым видом на море и набережную. Ребенок накупался, мокрый. Ну как купался? Его отпустили по песочку побегать, а он весь мокрый теперь. Еще и с девушкой полепил песочек. Еще и сел. В общем, весь мокренький теперь идет ребятенок. Вот, а мы идем, непонятно теперь, то ли в номер, то ли в ресторан. Ну, скорее всего, в ресторан. Не такая уж она сильная и мокрая. Сейчас предстоит серьезное испытание. Пока во Вьетнаме переходишь дорогу, вспоминаешь все скиллы 90-х, когда в России не уступали. Когда в России не уступали дорогу пешеходам, соответственно, между машинами протискиваешься. Но движение не такое, что прям очень-очень сильно быстрое. Время хватает пройти. Даже не особо задерживать. Но мотоцикл, конечно, добавляет напряжение во время перехода. В общем, решили обратно в отель, вернуться, ребенка переодеть, потому что и так мокрый. И не особо она здоровая сюда приехала. Поэтому сейчас быстренько переоденемся и кушать. Культурное место мы посетили, по набережной мы погуляли. Себя показали, осталось покушать. Сейчас переоденемся и уже в ресторан. Простоквашино. Так, вот и еда, добрались. Простоквашино.
Ой, очень вкусно поели, очень замечательно. Все, подходим уже к отелю. Слышите, звенит. Это тот самый собор, в котором мы сегодня были. Вот. В общем, накушались. Борщ, пельмени 2 тарелки, лук, сало, хлеб, чебуреки. Получилось 515 тысяч донгов, да? 515 тысяч донгов. Вот. Так что все. На сегодня отдыхать достаточно. Сегодня всего увидели, достаточно поели. Там уже сегодня очень рано встали в 2 часа ночи. Все. До